Всем привет! У меня каждый день последние лет 10 на кармане лежит вот такая вот моделька от Victorinox. Это модель Classic SD. В следующем видео мы прокачаем путем замены плашек. А пока, что бы было, если бы я решил сэкономить и купить в Китае копию данного ножа. Я даже думал, что отсюда можно будет взять плашки, но обо всем по порядку. Итак, я эту копию хотел заказать в Китае с Алишки, но по местному увидел, что ее продают за те же 1,5 евро. Их было насыпано около 100 штук. Попытался выбрать идеальный. И что вы думаете? Я обсмотрел 8 штук, выбрал лучший. И когда я начал рассматривать его при лучшем освещении, я понял, что это бесполезно. Они все зацарапаны. Они почему-то без упаковки, без кулечка, вот только с какими-то вот такими непонятными штрих-кодами. Кому-то не лень на них было их наклеивать, они еще не отклеиваются. Давайте сравним с оригиналом, можно ли его использовать как донор плашек и вообще можно ли копию Victorinox использовать по назначению. Для начала давайте сравним вес 19,58, оригинал 21,20, чуть-чуть легче. Далее сравним размеры. Итак, длина 58,1. Оригинал должен быть тоже 58. Да, оригинал ровно 58. Толщина оригинал 8,6 мм. Копия 8,0. Копию сделали тоньше. И самое интересное, ширина. Копия 17,3. Оригинал 17,7. Меряем плашки. Копия 14,9. Оригинал 13,9. Плашки, к сожалению, от этой модельки не могут выступать в качестве донора. Чем славятся Victorinox, особенно маленькие? Конечно же, ножницами. Они в них идеальны, поэтому сравнение с ножниц мы и начнем. И что сразу бросается в глаза, это качество отделки, то есть они не заполированы и какая-то странная пружина. Можно сразу же заметить, что очень тонкая верхняя часть, то есть на нее не очень удобно нажимать. Но может быть скажете, это особенности конструкции. Давайте проверим, как это все дело режет. Для теста возьмем тонкий паракорд и тонкий картон. Бумагу резать не буду, потому что бумагу режут любые ножницы. Итак, начинаем резать паракорд. Пробуем так. Не режут от слова совсем. Берем оригиналы. Напомню, им как минимум лет 10. Ими резано, перерезано и не точено. Режут отлично. Теперь перейдем к картону. Ну тут-то, надеюсь, косяков не должно быть. И да, картон они режут. А вот еще кусочек картона чуть-чуть потолще. С усилием, но режут. Сравниваем с оригиналом. Тоже, естественно, режут, просто более веселым темпом. Давайте еще попробуем на упаковке. Вы это видите? Они не режут обычную упаковку. Сразу же беру оригиналы. И они мягенько, аккуратненько это все дело срезают. Давайте еще раз попробуем. Возможно, неудачный дубль был. Нет, они начинают резать и закусывают. Ну, в общем, вы поняли, да? То, за что хвалят оригинальные маленькие Victorinox, сравню визуально. Как видите, они меньше, они хуже обработаны. И самое вот печальное, это толщина ручки. Также довольно сильно отличаются пружинки, причем оригинальная пружинка у меня когда-то ломалась, но она стоит копейки, легко вытаскивается, вставляется и дальше работает. Сколько проработает вот такой странной формы пружинка, не берусь предположить. Второй инструмент, который мне нравится в оригинале, это, конечно же, вот такая вот отвертка с алмазным надфилем. Более качественного надфиля для того, чтобы подточить ноготь, я пока не встречал, по крайней мере в ножах. То есть он тут идеально для этого подходит. Эта отвертка откручивает как плоский винт, так и крестовой. То есть без проблем, если она по размеру заходит, откручивает, откручено было много. Тоже доволен этим инструментом. А теперь подделка. Во-первых, странная форма. Во-вторых, непонятно, что вот это за насечка. Она неравномерная, она вообще ничего не цепляет. Ну, по крайней мере, ноготь вы подпилить не сможете, а все, что мягче ногтя, можно ногтем поцарапать. А с другой стороны, вот мы видим какую-то лыжу, и, скорее всего, эта лыжа сделана для того, чтобы вот удобно можно было подпилить ноготь, но, опять же, она его не пилит вообще. Это абсолютно бесполезный инструмент. Второй. И третий – это нож. Казалось бы, что можно накосячить с ножом? Давайте попробуем порезать паракорд. Паракорд очень тонкий, режется чем угодно, любым дешевым ножом. Ну, я думаю, кроме этого. Повозившись, я смог перерезать паракорд. Видать, с ножом не все так плохо. Берем оригинал. Ничего особо твердого я им не резал, так иногда упаковочку вскрыть. Чуть-чуть лучше он режет. Ни разу его не точил, и вот здесь вот, конечно, нужно его наточить было. В общем, оно мне острое сильно не нужно было, поэтому я и не заморачивался. А здесь оно более шероховатое и оно лучше пилит. Давайте проверим это все дело на бумаге. Пробуем тупым оригиналом.
Режет, но, как вы видите, он уже, конечно, подтупился и надо его подточить. Берем копию. А вот бумагу она хуже режет. Все почему? Потому что здесь очень тупой угол заточки. То есть, как вы видели, паракорд я порезал, а уже что-то более сложное, бумагу, он, к сожалению, не режет. Хотя бумагу режет любой нож более-менее наточенный. И когда проверяют по резу на бумаге, это вообще ни о чем, потому что его режет даже вот тупой Victorinox, который паракорд очень плохо резал, а бумагу он режет. Нож, если еще его подточить чуть лучше, то в принципе можно использовать. И еще один инструмент, который меня всегда выручает вытащить занозу, что-то там откуда-то вытащить, это вот такой вот пинцет. На мой взгляд, он практически идеальный, то есть он хорошо сведен, довольно-таки упругий, нормального размера. В общем, отличная штука, которая очень иногда выручает. Давайте посмотрим, как это все выглядит в копии. Кстати, здесь вот этот вот пыптик, он металлический. В оригинале он пластиковый. Я думаю, прикольно сделали металлический, не сломается. Но посмотрите, что это. То есть внутри стоит две какие-то полосочки, причем разной ширины. Вообще никак не могут быть использованы как пинцет. Видите, они мало того, что не смыкаются, они сделаны из какой-то мягкой фигни. Можете сами попробовать сделать из этого пинцет. То есть это несложно, да, можете так вот заморочиться. Вот. Но если вы один раз его сдавите, он такой же и останется. Отпал шпинек. Ну, в общем, пинцет это очень лютый хлам. Осталась одна надежда на вот такой вот инструмент, который называют зубочисткой, хотя это написано технологическая штука, которую можно почистить сам нож. Я же использовал, естественно, в своем ноже как зубочистку. Последнее время перестал, потому что это не очень гигиенично. Давайте все-таки сравним. Она меньше. Кстати, вот эта вот зубочистка, которая не зубочистка у оригинала, она очень толково сделана, она очень тонкая в конце. И реально, если вам что-то попало в зуб, то она отлично с этим делом справляется. Тоже можно использовать данную зубочистку. Да, она хуже сделана, но как бы тут кусок пластика. И давайте проверим совместимость. Пробуем поставить в оригинал. Становится. Вы можете из подделки использовать хотя бы зубочистку. Итак, пока из всего набора инструментов у нас хорошим оказался хотя бы на троечку. Это нож. Он режет, это уже хорошо. Ножницы у нас практически ничего кроме бумаги не режут. Вот эта вот лыжа вообще непонятно, зачем она нужна. Пинцет не выдержал 3 минут использования, даже меньше 1 минуты я им пользовался, он уже сломался. Это, на мой взгляд, рекорд. Еще так быстро у меня пинцеты не ломались. Плашки мы проверили. Нельзя использовать как донорские, но давайте попробуем, можно ли их снять с этого ножа. Чуть не забыл, у нас еще есть колечки. И тут все тоже печально. Колечко тоненькое, колечко элементарно растянуть. У меня один палец уже чем-то проткнут, поэтому не буду рисковать, растяну вот так вот. Легко снимается, и это радует. Далее пробуем снять плашки. Как вы знаете, в оригинале плашки держатся на выступающих грибочках и, собственно, за них же и фиксируются. Тут есть по краям 4 углубления, сюда заходят шпинечки, пенечки, и, в общем, все это дело крепится и очень-таки надежно и легко это снять. Ну а товарищи с Али, естественно, просто приклеили суперклеем. Причем, видите, в центре есть вырез, это, скорее всего, для облегчения конструкции. По краям, как видите, набито дырок, то есть здесь 4 дырки, как-то это все не очень ровно склепано, но при этом оно как-то держится. Тут расклепано, тут не расклепано, жуть полная. Давайте снимем вторую плашку, раз пошло такое дело. Единственный плюс, плашки довольно-таки крепкие, то есть они не сломаются, пока вы их расклеиваете. Ну, все это приклеено клеем, который растворил пластик, и, в общем, это все очень печально выглядит. Причем, с одной стороны, оно с прорезью, с другой стороны, без прорези. Выводы из этого видео. Никогда не берите копии на Victorinox, потому что Victorinox стоит не так уж и дорого. Оригинал стоит около 25 евро. Не так дорого для ножа, который у вас будет как минимум 10 лет работать. А вот такие вот копии будут вас разочаровывать. В большем размере ситуация плюс-минус та же, то есть инструменты нефункциональные и в основном бесполезные. Это полный мусор, и брать и тратить на это деньги совершенно не стоит даже $1,5 бакса.